Здравствуйте! Сегодня мы приготовим с вами очень вкусный и быстрый чикмирули. Для этого нам понадобится куриное мясо, вот я уже его порезала, приготовила, сливки 23% жирности, у меня 500 грамм, соль, приправа, здесь у меня сванская соль, петрушка, чеснок и масло растительное. Итак, готовить я буду в казане, потому что у меня нет такой большой сковородки, но потом мы будем перекладывать в такую вот сковородочку, когда уже у нас мясо обжарится. Для начала включаем мы плитку, включим на максималку, пусть греется, добавляем растительное масло. Пока греется у нас масло, я вам расскажу одну историю про себя. Здесь, в Грузии, я познакомилась с одной прекрасной семьей, которая держала замечательный, вкуснейший ресторан, которая держала замечательный ресторан, где там очень вкусно кормили. А в этом ресторане был повар, его зовут Нугзар. Он замечательно готовил чикмирули, да вообще любое какое бы блюдо он ни готовил, все получалось просто замечательно, на высшем уровне. Этот мужчина, между прочим, работал в одном популярном ресторане, название я сейчас не помню, но я здесь напишу его потом. И представляете, он готовил самому Саакашвили, Трампу и другим известным популярным людям. Вы можете себе представить такое? Это вообще просто замечательно. Итак, наше маслечко начинает уже потихонечку шипеть. Я думаю, что... О, слышите? Слышите? Для этого пока у нас масло нагревается, мы помоем петрушечку. Вообще, ребята, чикмирули это такое грузинское блюдо популярное. Если вы будете в Грузии, то обязательно вы должны попробовать это блюдо. Если же вы не в Грузии, вот я вам сейчас покажу замечательный этот простой рецепт. Причем, что он очень простой и очень вкусный. Мое кредо просто и легко, без заморочек. Но я не люблю просто сильно много времени тратить у плиты, когда можно потратить минимум времени и приготовить все очень-очень вкусно. Да, согласитесь? Так, здесь мы сейчас с вами порежем укропчик. Так вот, приходя в ресторан к этой семье, меня они всегда хотели чем-то накормить и угостить. Вообще в Грузии, куда бы вы ни пришли в гости, вас всегда хотят накормить, напоить вином, накормить вкусно, чтобы вы ушли с полным животом и довольные. Здесь у них так прям принято встречать гостей на высшем уровне. Добавляем наше мясо. Ой, сейчас будет шипеть. Так. Сковородка у нас очень хорошо нагрелась. Угу. Берем лопаточку. Кстати, солим и перчим. Добавляем приправу. Приправа тоже очень простая. Соль и перец.
Но если же у вас есть сванская соль, то это вообще идеально. Приправу кладем на глаз, кому как нравится. Так. Все хорошенечко так размешиваем. Сейчас мы так возьмем. Оп. Угу. Как видите, я сегодня решила приготовить чикмерули в красном, потому что это на самом деле праздник. Это очень вкусное блюдо. Вот если вы попробуете его приготовить по моему рецепту, вы будете довольны, я вас уверяю. Почистим пока чеснок. Как видите, здесь очень мало ингредиентов. А вы знали такой лайфхак, что если убрать в чесноке вот эту вот серединочку, вот эту вот, смотрите, вот эту вот, то тогда чеснок будет полезней. И после того блюда с чесноком, которое вы будете кушать, у вас не будет такого сильного чесночного запаха. Вот так вот просто серединочку убираем. И для желудка это гораздо полезнее, не будет изжоги. Поэтому убираем обязательно серединку. Я, если честно, про этот лайфхак сама недавно узнала и все время забываю его применять. Тут я вспомнила. Убираем хорошенечко. Все. Так, это убираем в мусор. Нам нужно мясо довести до такой консистенции, чтобы оно уже было в принципе готово и обжаренное со всех сторон, румяненькое такое. Смотрим. Угу. Хорошо. Очень хорошо. Так. Ой, что там? Нужно аккуратненько еще, чтобы не запачкаться, знаете ли. О, я запачкалась. Ну как же чикмерули без вот этих вот брызгов масла. Так, наше мясо мы больше крышкой не будем накрывать, потому что нам нужно, чтобы оно хорошо обжарилось со всех сторон. Так вот, приходя в их ресторан, они всегда хотели меня накормить. И Нугзар постоянно подходил ко мне и говорил: чем вас угостить, мадам? И я все время выбирала, постоянно практически выбирала чикмерули, потому что я настолько влюбилась в это блюдо, что я не могла просто вот, я не могла что-то другое заказать. Мне все время хотелось пробовать это восхитительное блюдо. Ну, у них было большое меню, конечно же, но я все пробовала, но чикмерули я заказывала чаще всего. В последнее время Нугзар даже уже и не спрашивал, он просто такой: чикмерули? Я говорю: да. Так что чикмерули стало моим из самых любимых блюд. Так, перемешиваем хорошенечко это все. Так вот. У меня нету такой, знаете, поварешки, такой прямо большой, чтобы прямо руки сюда не пихать. Ну, я думаю, в скором времени я куплю. Плиту я включаю, знаете, плита у меня включена на максималке. Вы тоже смотрите, и то, представляете, вот, ну вот смотрите, плита на максималке, а она не сильно уж так-то тут и шипит. Посмотрите на мощность своей плиты.
я хочу попробовать кусочек, чтобы понять на соль и на перец. Вот. Так. Как вам мой наряд сегодняшний? Угу. Идеально на соль и на перец. Было бы идеально, если бы мы не добавляли бы сливки. Но так как мы будем добавлять сливки, нам нужно добавить немножко больше соли и больше приправы вот этой вот циванской. А давайте я добавлю, наверное, вот перчик, чтобы поострее чуть-чуть было. Потому что в циванской соли там и соль, и перец, и, как он называется, куркума. Мне конкретно нужно остроты. Остроты, остроты хочу, остроты. Так. Смотрим, знаете, чтобы ничего не подгорало. Так. Чтобы все было пучком. Хорошая такая готовность. Мы сейчас это все будем перекладывать в эту сковородочку. Возьмем вилочки. И начинаем. Кстати, подождите. Не гоните. Сначала нам нужно обжарить чесночок хорошенько. Включаем вот эту вот сковородочку. Вот у нас вот эта вот плиточка. Берем, выдавливаем чесночок. В моем случае я натираю его на мелкой терке. Так, здесь можно уже убавить. Вот так вот. А знаете, что я придумала? Я придумала, не будем мы так делать. Мы сюда же и добавим чеснок. Он и здесь замечательно обжарится. Так, чеснок добавляете тоже по вкусу, как вам хочется. Ой. Я почистила 2 больших зубчика, но мне кажется, что как будто бы это прям многовато будет. Если вы прям сильно любите чеснок, прям, знаете, прям чтобы чувствовался хорошо чеснок, добавляете 2-3 зубчика. Я добавлю 1,5, потому что я хочу, чтобы легкий запах был чесночка. Итак, добавляем сюда чесночок и обжариваем это все вместе с мясом. О, какой аромат божественный просто. Божественный аромат. Ой, все брызжет. Так. Запах жареного чесночка – это всегда такой аромат аппетитный, что хочется уже прямо кушать. А сейчас мы уже можем, в принципе, и переложить это все блюдо сюда. Делаем вот так вот. Вот. Одну секундочку. Ага. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас мы масло берем здесь, чтобы оно не... Вот. Угу. Вот такое вот у нас получилось обжаренное мяско со всех сторон. Начинаем дальше. Убавляем, так как у нас уже мясо в принципе готово, я убавила огонь, я поставила на 6,
потому что нам сейчас нужно будет добавлять сливки. Давайте сейчас сначала на 8 поставим, чтобы сковородка эта накалилась, потом убавим. Потому что нам нужно будет добавлять сливки, и сливки должны быть кипеть слегка на медленном огне, слегка, не прям бурлить, потому что они быстро загустеют, а нам это не нужно. Нам нужно, чтобы они на медленном огне немножечко, так знаете, мясо, чтобы пропиталось в сливках. Боже, какой божественный аромат чеснока жареного. Это что-то. Как-то в один вечер, точнее, это был день, я спросила у Нугзара, говорю: Нугзар, а вы можете мне научить готовить это замечательное блюдо? Потому что мне казалось, что человек, который готовит как-то вкусно, особенно какое-то блюдо у него хорошо получается, некоторые люди не очень хотят делиться своей какой-то, знаете, типа фишкой, типа это фирменный рецепт, типа, знаете, там мы не раскроем, тем более он работал в ресторане, как бы. Но он с удовольствием согласился, говорит: да, без проблем. Он позвал как-то меня на кухню. В тот вечер, в тот день он был занят, потому что было много заказов. На следующий день я пришла к нему в гости, и он позвал меня на кухню, говорит: пойдем, я покажу тебе рецепт, свой фирменный рецепт чикмирули. И я пришла на кухню и, можно сказать, сама там приготовила себе это блюдо под его руководством. Итак, взбалтываем хорошенечко сливки. Сливки у меня хоть и густые, ой, не могу открыть, но все равно взбалтываем их хорошенько. Густоту можете взять и не 23%, можете чуть жиже. Но у меня такие, знаете, специальные сливки для соуса. Не перепутайте сливки, потому что бывают сливки еще не для соуса, а для десертов, для, как это сказать, для кремов. Так. В этом блюде, конечно, самое такое вкусное, это вот от чикмирули. Ну, конечно же, и курица вкусная, но вот самое такое, это от чикмирули, вот это вот сливки в чесночном соусе с петрушечкой, это, конечно. Так, я прям плиту убавила, знаете, прям на 3, чтобы это все сильно не бурлило, чтобы сливочки немножко разошлись. Вот так вот. Мясо, конечно, пока я тут разговаривала с вами, у меня сильно поджарилось, но это тоже, знаете, не помешает нам. Кто-то слегка обжаривает мясо, кто-то любит прям такую, чтобы оно прямо было хорошо обжаренное. Вот я всегда люблю, когда, чтобы, если готовить курицу, чтобы она была такой до хрустящей корочки, прям хорошо обжаренная, чтобы хрустело. Ну, это на любителя, кто-то не любит так. Делайте, как вы любите. Каждый делает, как ему нравится. Так, вот сейчас мы вот так вот все перемешиваем, чтобы вот это вот все у нас масло сверху не было. Хорошенечко, тщательно перемешиваем. И не торопимся. Так. Сегодня я жду гостей, поэтому я думаю, они будут довольны. Они всегда меня хвалят, что мне очень нравится. И я всегда стараюсь угодить гостям, вкусно их накормить. Так, вот так вот мы равномерно все размешали. И теперь вот, видите, жиденькие такие стали. И теперь пробуем на вкус, на соль и на перец. Угу. Можно немножечко добавить соли. Видите, вот убавляем до такой температуры, вот я еще даже на 1 убавила, мне на 2, чтобы прям практически выключенная уже плита, но поддерживает температуру все равно, вот такой какой-то слегка горячий.
Нам нужно, чтобы мясо наше пропиталось очень вкусненько. Я вас предупреждаю, это очень вкусно. Потом не говорите, что я вас не предупреждала. И все, в принципе. Наше блюдо готово. Можем вот так вот немножечко прибавить, чтобы пусть это так немножко побурлит. И добавим тем временем петрушечку. Как красиво. Выглядит и эстетично, и вкусно. Вот. Боже мой. Мы сейчас положим с вами чечевицы. Немножко. Угу. И, конечно же, вкуснейшего чикмирули. Смотрите, как быстро мясо приготовилось, что прям ножка куриная вот прям аж уже распадается. Плюс она еще потомилась в этом сливочном соусе. Вот даже вот так вот можно поливать, это очень вкусно. Угу. Так, плиту мы выключаем. Просто накрою вот так вот. И пробуем, ребятки. Ой. Ой. Когда я вижу чикмирули, у меня прямо перед глазами все темнеет сразу же. Я уже все. Моя жизнь больше не станет прежней. Итак, пробуем. Интересно, вот как будет это с чечевицей. Очень даже хорошо, кстати. Я раньше на чечевицу сильно серьезно не смотрела, потому что у меня всегда мама готовила темную чечевицу, такую, знаете, коричневую. А тут я взяла красную чечевицу, и она очень быстро готовится, и на вкус тоже очень вкусная. Так, кусочек мяска. Ой, нужно аккуратненько. Но я не могу. Это очень вкусно. Если вы приготовите чикмирули по моему рецепту, вы будете в восторге. Хочется прям, вот знаете, не на камеру взять, прям рукой, но все просто очень такое горячее. Поэтому не будем кушать как львицы, тигрицы, будем как леди кушать. Ребят, сейчас подождите. Итак, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и обязательно скорее идите готовить это блюдо. Это очень вкусно и очень сытно. Встретимся в следующем видео на этом же месте. Все, видео закончилось. Можно и как тигрица поесть.
Хватит с меня этих леди.